наш тянется вдаль, сквозь пыль и грязь, оставляя следы. 797 наша отважная. Как вы думаете, куда мы сейчас едем? Думаю, все понятно, да? Да. Ребята помогли мне забраться. Вдвоем меня сюда подсадили. И я смог залезть. Так, нас сейчас здесь не видно. В общем, едем мы в кузове военного Урала. Так. Ребята нам собирают станины для пулеметов, чтобы пострелять. Булат орет. Рома помогает меня держать, потому что я не могу. Держаться левой рукой, а только правой рукой. Вот в таком темпе ребята еще ставят пулемет на станину. Вот сюда, если только. Вот таким образом мы сейчас едем. Фонарик нас слепит. Рома меня придерживает, помогает. Да, извините, звук сейчас плохой, я без микрофона, ставить его сейчас не могу, поэтому так. Вот, собственно, мы едем. Вот оттуда слева седла нас немного поддувает. Вот такая красота там. Ничего не видно за свет. Ну, все серое, дождь идет, да. Облака низко. Там вот можно увидеть. Ребята готовят оружие. В кабине тоже есть оружие. Там автоматы. В общем, едем вот так. Пацанами нам дали подстелить вот такие простыни белые. И мы едем. Ну, в принципе, я думал, будет больше болтать. Тогда, когда мы ехали с Атомом, нас здесь болтало. Ребята, за мат извините. Напоминаю, кто падает в обморок от слова «жопа», лучше не смотрите. Правда, здесь эмоции зашкаливают. Поэтому мы иногда материмся. Но я думаю, ничего страшного. В данной ситуации нам простительно. Но я еще раз извиняюсь, если кого это задевает, вы меня и ребят искренне извините, пожалуйста. В общем, приехали сейчас на полигон. Нас любезно пригласили. Говорит, как это, волонтеры, и еще не постреляли из такой техники, из такого оружия. Взяли пулеметы. Вот такие крупнокалиберные. И здесь стрельбище, вот гильзы валяются. Мы ехали в кузове Урала. И сейчас куда-то туда по целям, по мишеням. Вот так вот прицелимся и будем стрелять. Я, конечно, стрелять не буду. Физически не могу этого сделать. Я буду просто ходить, снимать и фотографировать. Ну и рассказывать, что здесь и как происходит. О, походу, это идет сборка мишеней. Мишени. Ну, может быть, из пистолета попробую, конечно, выстрелить. Ликбез, что мы делаем? Все просто. Она с этого станка снять. Она низко опустится. Вот она на плечо кладется. Упором вперед, чтобы на него не сшилось. Поле смотрим там, бля, если какой-нибудь еблан может появиться. Все, я готов. Давай. Я не ожидал, извините. Я не ожидал, что так будет сразу звук такой. Бах-бах. Белый снег, Куда ты попал? на растрескавшейся земле, одеяло лоскутным на ней, город в дорожной петле, Ни хрена себе. а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени
солнце. Нету отдачи? А, ничего себе. 2000 лет А кто там война. стреляет? Война без особых причин. Ну, боже, он Война легче. дело молодых. Лекарства против морщин. Красная Взрывная волна кровь. чувствуется аж здесь. Через час уже просто земля. Через 2 на ней цветы Даже и пороховые трава. газы доходят. Через 3 она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. О, попал. И Витя шмаляет. И мы знаем, что так было Дима. всегда, что судьбою больше любим. Дима взял с собой Живем отцепенал. по законам другим. И получает сейчас удовольствие Умирать от звука молодым. выстрела. Он не помнит слова да и слова нет. Он не помнит ни чинов, ни имен. И способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон. И упасть опаленным звездой по имени Солнце. Давай. Все, убил? Все, попал, убил. Вот так работают волонтеры. Точно, точно. Ёпта. Все, кончил. Это не оса. Да, солнце, не перед людьми. Вот и думай там, как и что. А вот еще нам автомат. Дали пострелять. РПК. А также вот есть автомат. А еще, ну, те, кто разбирается, кто в теме, они уже поняли, что это за оружие. А это легендарная Мосинка, но в новом исполнении. 43-й год. Ложе новое, изготовлено заводом. Современное. Все остальное 43-й год. Вот такой эксклюзив. С банкой. А, точно, с банкой, поэтому так тихо. По сравнению, конечно, с этими пулеметами, Это РПК, это пулемет тоже. ну и с этими, с большими, крупнокалиберными. Буксир заряжает Мосинку. Мосинка — это легендарное оружие. Тем временем Дима стреляет очередями. Уже вечереет, но мы все еще стреляем. А вот и Мосинка. Дим, да я пройду. Она пустая. Ого, бабах такой. Я думаю, тяжеловат, честно говоря. Рома стреляет, только гильза летит. О! Возьму гильзочку. На память. Леший стреляет из Мосинки. Вот это кайф, наверное. Жалко, что я не могу сейчас пострелять. Очень хотелось бы, конечно, такая возможность уникальная нам
предоставилось. За все эти, сколько уж, почти 2 года, что мы занимаемся гуманитаркой. Это вот первый раз, когда у нас появилась возможность приехать на полигон и пострелять. Ух ты! И сейчас ДРГ Хохлов выходит, и мы их тра-та-та-та-та-та-та. И всем по звезде героев. Красава! Что, сильно в плечо отдает? Нет, вообще. Я он слабенький. Движение отдает. Тяжело стрелять? Бежать тяжело. Аба. Ух. Мазила чуть-чуть. И, блядь, на 4 ставь. На максималку. Лёша там стреляет. А можно показать гранату, как она выглядит? Ага. А тяжелая? Че? Да не, легкая такая. Ну, грамм 200, наверное. Готов. Да. Огонь. Куда летит, не видно. Мы увидим только взрыв сейчас. Ох. Дыщ. Ну, блядь, ветер, блядь. Ветер ни при чем. Давай, Я не виноват. Спуск знаешь где? Вот это. Под мышку. Мушка вот, видишь? Вот, вот. Куст вот этот, видишь? Зеленый, да? Не-не, автомат больше, вот так. Смотри, улегается. О, рядышком. Следующий, по одной гранате, блядь. Вообще нет. Если его не крепко не держать, он сбивает. 2 руками, в общем, надо. Опять мне нельзя. Ух. Когда Слава стреляет, надо в сторону разбегаться. Во. Следующий. Ну, кого-то попал. Вверху ветер. Когда граната выходит наверх, блядь, ее, видать, сносит. Там. Мы взяли, то 400 метров поставили. Это как бы максимальная дальность. 400, да? А на гранатомет предохранитель есть? Предохранитель есть на гранатомете? Нет. Только соображалка, получается, предохранитель. О, в молоко. Но если бы там были бы враги, им бы досталось. Куда мы Не, я же не могу. От пистолета будешь? Попробую. Ты стрелял. Я с собой сам, можно из нее пострелять. А вот. Своя Я просто... Да, вот они прям зеленые. На кочку поставлю доску. Хлоп. Какой результат покажет наш охотник? Бдыщ. Говорит заведующий. Следующий. Не удалось пострелять из автомата, но мы не отчаиваемся. Командир дал свой пистолет, чтобы попробовать выстрелить. Стреляю вон по той бутылке. Ничего не видно. Мимо.
Ранение, ранен. Е, попал с 4-го раза, ну, не видно. Но все-таки попал, хоть и с 4-го раза. Прикольно. Отдача, конечно, есть, но, в принципе, я, ну, могу стрелять нормально. Ну, вот в это побольше, конечно, смогу, да. Слав, да оставь, но не надо. Там вот есть же бутылка. Или ты настолько плохого обо мне мнения... Так, снимай и стреляй, да? Так, а если... Так, нет, я так поврежу их, нет? Не повредишь, Спицы. больно будет. Тогда не надо, тогда одной. Стреляем вот так, как мужчина, одной рукой. Куда ты попал? Прошла. Все. Все, пусто. Спасибо. Стреляю из осы. О, ты читер! А это твоя первая камера не сработала? Или ты не стрелял еще? О! Попал. Да. Только 2 камеры работают. А в прошлый раз одна не работала. Нет, 2. Так, не стрелять, я иду смотреть. Так, Слава решил пострелять из своей осы и проверить, пробивает доску или нет. Нет. Нет? А где отметины? Я думал, вот это твои отметины. А, да, пробивает, только взяло не в ту сторону. Но видишь, она чуть, получается, неровно летела, а вот так. А тогда ты попал. Так, а я сюда попал? Да, я сюда попал. Я молодец. Господи, какой я молодец, я попал. Ромарио. Ты тоже решил с одной руки. Он обратно скачал. Ну вот, он на взводе так. Я по этой. Ну да, по ней попроще. Проще. Так, смотри. Вот предохранитель. Опускаю вниз, изведенный. 8 патронов, да? Да. Оказывается 8. Будет пытаться сбить бот. Давай. Ой, нифига себе, мне прям в камеру в телефон отлетела гильза. Все. Слава решил сделать алаверды и предложил бойцу выстрелить из его осы. Все, сейчас я перезаряжу. 2 верхние камеры, видишь, не стреляют. Нужно починить осу. Нужно починить. 2 выстрела только в ней сейчас есть. Починю я обязательно. И дубль 2. О, дело мастера боится. Что из осы хочет? Со 2-го выстрела. Хорош. Класс. В общем, едем сейчас с пацанами обратно. Не, я не снимаю. Еще больше сильно все трясет. Дорогие друзья, наш мега-конвой состоялся. Сейчас мы движемся в сторону дома. Он прошел с различными проблемами, с различными удачами. Было все в этой дороге. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наши медиаресурсы. Спасибо всем и каждому, кто нас поддерживает. Спасибо за ваше участие и за неравнодушие. Спасибо всем, кто предоставил нам технику. Александр Александрович, спасибо большое за этот прицеп. Все задачи выполнены успешно, даже больше, чем мы планировали, мы смогли сделать в эту поездку. Как и всегда, мы еще только движемся в сторону дома, но мы уже начинаем готовиться к нашему следующему гуманитарному конвою. Вы можете также принять в нем участие, все ссылки будут в описании. Спасибо всем и каждому. Может быть, кто-то из ребят еще хочет что-то сказать. Спасибо. Да, всем спасибо. Все молодцы.
Победа однозначно будет за нами. И огромное спасибо перебью Кузьмичу, члену нашему 797, который не смог с нами поехать. Но если бы он не поехал, мы бы, точнее, если бы он не подъехал в последнюю секунду ночью и не заменил нам генератор, вот, ну, поездка бы не большой состоялась. да, были бы большие проблемы у нас. Как обычно, у нас бывают поломки в дороге. Слава богу, эту поломку нам оперативно удалось благодаря Кузьмичу устранить. Спасибо тебе большое, Кузьмич. 797, сила, победа будет за нами.